Всем привет! Я Алена Чернявская, и это Weekly Top Fake. Здесь мы, команда журналистов-расследователей, проверяем факты и рассказываем о новостях, где вас хотели обмануть. Поехали! Итак, 5 место. Мы отдали его украинским СМИ. Они обвинили Владимира Путина в том, что при записи новогоднего поздравления он использовал статистов, которые играли роль военных. Одного из них украинские СМИ нашли при помощи сервиса распознавания лиц. Распознавание лица некого юноши, который находится слева за спиной президента РФ, выводит пользователей на удаленную страницу соцсети ВК, ID которой сервис Розея связывает с человеком по имени Тимофей. Примечательно, что у Тимофея на груди красуется звезда Героя России, но за последние 3 года ни один человек с таким именем официально этой награды не получал. Парня поспешили назвать актером и подставным лицом, но похоже, что на самом деле он вполне реален. О том, что ефрейтор Тимофей Матвеев получил звезду Героя России, сообщил телеканал «Звезда» 31 декабря. То есть еще перед новогодним обращением, а не задним числом в ответ на разоблачение. Впоследствии многие региональные СМИ РФ опубликовали более подробные репортажи о танкисте-десантнике. Вот он встречается с общественностью в своем родном регионе, еврейской автономной области России, и делится эмоциями. Парень действительно похож на человека с новогоднего поздравления Путина, так что сообщение о том, что это актер, оказалось фейком. Но намного более распространенными в сети стали обвинения в актерстве женщины-военнослужащей с того же поздравления. Украинский 24 канал уличил ее в съемках в роли рыбачки в 2016 году, потом заметил в церкви за спиной Путина в 2017 году, а в том же году и еще в 2019, согласно каналу, она якобы исполняла роль продавца мороженого на авиашоу, которое посещал Путин. Об этом высказался даже украинский журналист Дмитрий Гордон. Тетка там, грубо говоря, мороженое ему продает во время посещения чего-то. Вот эта тетка стоит в церкви за ним на следующий год уже совершенно случайно. Вот эта тетка стоит среди военных в военной форме. Все эти женщины были блондинками, что, видимо, и дало основание так думать. Однако мороженое ему продавала Екатерина Сафронова. В 2019 году она даже побывала в студии НТВ. А вы уже знали, какое любимое мороженое у Владимира Путина, или он сам выбирал из того, что было? Вот мне интересно. Нет, это знать я не могла. Владимир Владимирович выбирал сам, не мог решить, и в итоге купил 2 мороженых, шоколадное и сливочное. А ловила рыбу Лариса Сергухина. Она же была с Путиным на службе в монастыре. Человек реальный, в разных публикациях она предстает под собственным именем. А так часто попадает в один кадр с Путиным, потому что эти мероприятия проходят в Новгородской области, где она живет, ведет бизнес и является заметным представителем «Единой России». Но в новогоднем поздравлении засветилась уже 3-я блондинка – капитан медслужбы Анна Сидоренко. Видно, что это разные женщины, а их имена и фамилии были известны и до этого Нового года. Одним словом, украинский 24 канал, телеграм-канал «Зеркало недели» и Дмитрий Гордон попали на 5 место нашего Weekly Top Fake за то, что в своей войне с фейками они поспешили и недостаточно тщательно проверили свои гипотезы. Идем дальше. Место номер 4. Загадочное перевоплощение случилось с депутатом Палаты представителей Олегом Гайдукевичем. Вот это он в обычном своем амплуа 2 года назад. Недопустимо, чтобы политики призывали к санкциям. Это дикость. И вот недавно в эфире Альфа-радио. Введите еще побольше санкций. Побольше санкций, я прошу, больше санкций. Теперь он уверен, что санкции помогают белорусской и российской экономикам развивать собственное производство, а страдает от них сам Запад. Если пройти по Европе, вот взять 90 человек опросить, 80 скажут, идите со своими санкциями. Значит, и мы хотим мира, быстрее сядьте за стол переговоров и договоритесь. На экономическую усталость европейцев от дорогих энергоресурсов, похоже, рассчитывают и власти России, судя по роликам, которые государственные СМИ РФ запускали перед католическим Рождеством. Итак, как же на самом деле? Вот последний декабрьский обзор Евробарометра. Это официальный социологический инструмент Еврокомиссии, который делает масштабные опросы населения по всем странам ЕС.
Смотрим. Действительно, более половины опрошенных европейцев сказали, что война в Украине повлияла на их личное финансовое благополучие. И в целом общая их удовлетворенность реакции Брюсселя на войну в Украине постепенно снижается, хотя все еще остается довольно высокой. Но при этом всем подавляющее большинство населения в ЕС поддерживает санкции против России. 71% согласно последнему опроснику. Правда, есть страны, где эти меры поддерживает менее половины населения. Это Греция, Словакия, Кипр, Болгария, Венгрия. 5 стран ЕС против, 22 за санкции и поддержку. Так что Альфа-Радио и Гайдукевич оказываются на 4-м месте нашего фейк-чарта за фейк о том, что граждане ЕС не поддерживают санкции против России. 3-е место. В Беларуси хватает портов, чтобы вывозить весь свой экспорт. В этом убеждал журналистов заместитель премьер-министра Николай Снапков после совещания у Александра Лукашенко. Мы обеспечиваем портовой инфраструктурой весь необходимый экспорт Республики Беларусь. Как правильно было отмечено, в основном на 80% это нефтепродукты и калийное удобрение. У нас достаточно сегодня портовой инфраструктуры, чтобы вывозить весь объем экспортируемого продукта. Напомним, раньше большинство белорусских калийных удобрений экспортировали через литовский порт Клайпеда. Но год назад Литва расторгла контракт на их транзит по своей железной дороге, после того, как вступили в действие санкции США против Беларусь-Калия. А их, напомню, ввели из-за политической обстановки в нашей стране. И вот Снапков докладывает, что нашлись другие порты на замену литовским. Правда, реакция Александра Лукашенко вызывает сомнения насчет того, так ли все хорошо с портами, как рассказывает заместитель премьер-министра. Вопрос остается за малым. Начинать грузить в этих портах, хотя кое-что мы уже начали грузить. Раньше можно было просто проверить утверждение Снапкова по данным Белстата, но сейчас белорусские власти засекретили данные по экспорту калийных удобрений и нефтепродуктов. Приходится опираться на косвенные свидетельства, которые не стопроцентны. И потому что пишут российские эксперты, у Беларуси есть проблемы с перевалкой удобрений в российских портах. Дело в том, что России самой не хватает специализированных мощностей для перевалки минеральных удобрений. Вот что пишут эксперты портала PortNews. Поэтому ранее мы предполагали, что белорусские удобрения, скорее всего, придется раскидывать относительно мелкими партиями по разным российским портам. И по имеющимся у нас сведениям, это именно так и происходит. Белорусские удобрения перегружаются в бигбэгах через морской многофункциональный перегрузочный комплекс «Бронко» под Санкт-Петербургом. Переваливают в бигбэгах, это значит, что речь о мелких партиях, расфасованных в упаковку. Большие партии дешевле всего переваливать насыпью, но для этого нужны специальные насыпные терминалы, которых в России не хватает и для своих грузов. Поэтому Минск заявлял, что хочет построить свой порт в России. Но до этого еще далеко. По оценкам крупнейшего в мире производителя калийных удобрений, канадской компании Nutrien, экспорт калия из Беларуси в 2022 году сократился на 50-60% по сравнению с годом ранее. То есть похоже, что обеспеченность экспорта портами, о которой говорит Снапков, только на бумаге. Это 3-е место нашего фейк-чарта. А мы идем дальше. На 2-м месте новые подробности о замерзающей Европе из-за дорогого российского газа. Вот что рассказывают ведущие передачи «Понятная политика» на Беларусь-1. Впрочем, осенью Жозеп опять вляпался в скандал. Боррель предложил европейцам умереть за демократию. Именно такое решение дипломат предложил европейцам в ответ на жалобы о дорогой коммуналке. Предложение пожить в холоде, зато в свободе оценили немногие. Впрочем, свободы тоже нет. Если сильно разогреешь квартиру больше 18 градусов, жди гостей в фуражках. Увы, ведущие не рассказали, как гости в фуражках могут на расстоянии определять температуру в квартирах, чтобы не ошибиться с визитом. На самом деле, такого заявления Борреля не было. Его сочинил сатирический телеграм-канал, который называется «А вот мой Яндекс.Кошелек». В описании канала черным по белому написано, что это пародия, сатира на политическую действительность. Мы нашли эту новость про 18 градусов в ленте канала. Она действительно была опубликована осенью 18 ноября. И вот через 3 дня канал уже потешался над теми, кто тиражировал их шутку как настоящую новость. Теперь в этот список можно включить и Беларусь-1. Кстати, в этом же выпуске ведущие озвучили еще и фейк про бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс. После Трасс попала в историю из-за сообщения «Все сделано», которое отправила госсекретарю США. Это стоило премьерского кресла. Тут что-то не сходится. История с смс-кой «Все сделано» началась 30 октября 2022 года, когда американский ведущий своего шоу Алекс Джонс заявил в Твиттере, что есть какие-то данные, что Лиз Трасс отправила смс-ку такого содержания сразу после взрыва Северного потока.
Но на тот момент Лиз Трасс уже не занимала пост премьер-министра Британии. Об ее уходе стало известно 20 октября, то есть за 10 дней до твита об СМС-ке. Так что скандал на это никак не повлиял. Отправляла она такое сообщение или нет, так и осталось недоказанным. А Беларусь-1 за отсутствие проверки источников информации получает серебро у Weekly Top Fake. И, наконец, золото нашего фейк-чарта тоже достается Беларусь-1. В Словакии также проходят массовые акции протеста с требованием прекратить снабжать оружием Киев. Демонстранты призывают правительство подумать о бедственном положении собственных граждан, но там так подумали, что просто решили разогнать возмущенных людей с помощью полиции. Вам только что показали акцию, которая, во-первых, прошла в Братиславе в октябре 2020 года, во-вторых, которая была направлена против антиковидных мер. И мы сейчас вам это докажем. Вот видео протестов в Братиславе 2020 года, которое мы нашли на Ютубе. Оно было залито более 2 лет назад. Сравните сами. Обратите внимание на парня в капюшоне. И тут водомет поливает людей с очень похожего ракурса. Короче, видео – подделка. Жители Словакии действительно не особо поддерживают поставки оружия Украине, согласно последнему опросу Евробарометра. Хотя в целом большинство граждан ЕС выступает за такие поставки. А вот еще пример манипуляции в том же сюжете. Тревожная картина и в Австрии. Активисты партии «Свобода» вывели на улицы Вены сотни противников волны украинской миграции. По данным статуправления, если в начале 2022 года в стране проживали около 13 тысяч украинцев, то к 1 апреля там насчитали уже более 50 тысяч беглых украинских граждан, а на сегодняшний день их 1080. В Австрии 6 января действительно прошла акция протеста «Мегадемо», но только не против волны украинской миграции. Это были противники любой миграции в принципе. Организатор акции, гражданский активист Мартин Рутер, в своем телеграм-канале так обозначил цели акции: укрепить границы, против ранней сексуализации и против спонсируемого государством детоубийства, то есть абортов. В общем, золото топ-фейка опять уходит на белорусский госканал. Это были все фейки, о которых мы хотели рассказать. Если вы заметили подозрительную новость, присылайте ее нам, мы проверим на правдивость. Спасибо всем, кто ставит лайки, вы помогаете увидеть правду еще большему количеству людей. Если хотите поддержать нашу работу, присоединяйтесь к нам на платформе Patreon. Вы также можете совершить единовременный платеж с карты на карту или воспользоваться функцией «Супер спасибо» на YouTube. И помните, что не стоит верить всему, в чем вас пытаются убедить. В этом вам поможет ваше критическое мышление, ну и наша программа. До встречи на следующей неделе.